Меняет ли серфинг людей? Конечно, меняет. Ну, меняет только в том случае, если они хотят поменяться. Потому что серфинг – это не какая-то очередная матрица, в которую ты загнал некий психологический материал, достаточно аморфный. И потом из этой вот жижи психологической вдруг раз и выскочил такой серфер, весь такой налитый зноем, солнцем, полуднем, пеной, брызгами, волнами и пивом. И такой побежал куда-то, и весь такой он уже бегает, и добегался до гроба, и помер вот таким вот красивым, сохраняя форму. Не то чтобы людей он меняет, он направляет тех, кто хочет измениться. Остальным же он дает форму только физическую. Потому что в серфинге, как и в любом другом виде, важна мотивация. Как и в любом другом деле важна мотивация. С чего начинается творчество в ремесле? Художника можно назвать ремесленником? Можно. Можно. И скульптора можно назвать ремесленником. Вон Микеланджело Буонаротти Симони, его папаша, считал ходячей каменоломней вообще. И это вообще считалось ремеслом. Да и поэта можно назвать ремесленником, потому что есть ремесленники и от поэзии, и от прозы. И от драматургии, их много. Но с чего начинается творчество во всем этом? Да с мотивации, когда человек начинает это делать не ради того, чтобы просто добиться результата, не ради делания, а ради... Вернее, потому что не может не делать. Вот то же самое и в серфинге. Существует мотивация. Ты не можешь не кататься. Ты не можешь не принимать участие в том движении, которым живет океан. И тогда ты будешь меняться. Ты можешь придумать себе любую другую мотивацию, в принципе. И ты тоже начнешь меняться. А до этого это будет просто ремесло, ну, спорт такой. Лег на доску, погреб, встал. Упал, снова погреб. Что, весело, здорово. Атлет уже нужен тонус. Вот, пожалуйста, тебе тонус. Вот тебе, пожалуйста, тонус. А вот как только речь заходит о тонусе психологическом, о тонусе моральном, тогда серфинг становится искусством. Таким же искусством, в которую драчку превратил Бодхидхарма, основавший Шаолинский монастырь, монастырь Молодой лес. Казалось бы, да? А тоже ведь искусство. Потому что есть мотивация. Но как много людей, умеющих прекрасно размахивать руками и ногами, при этом мы их никак не можем назвать людьми искусства. Это отсутствие мотивации. Какой будет серфинг у конкретного человека, я не знаю. Я просто могу ему рассказать, что помимо умения вскакивать на доску, есть еще и вот такая в серфинге штука. Такой путь, тропа вдоль гребня волны.